Это произошло не внезапно, не как озарение, скорее как медленное оседание мысли, которое долго не имело формы. Он просто стоял и смотрел на небо, на движение света, на то, как все происходит без участия его мыслей. И вдруг заметил, миру не нужно, чтобы он его понимал. Ничего не изменилось. Звезды не стали ярче, земля не дрогнула, люди продолжали жить. Но внутри что-то отпустило. Он всегда искал смысл. В событиях, в страданиях, в радости, в каждом повороте жизни. Ему казалось, что если смысл не найден, значит, что-то упущено, что-то сделано неправильно. Он верил, что мир должен объясняться, что за всем стоит причина, замысел, логика, и что задача человека — эту логику разгадать. Но теперь он смотрел на мир и видел, что он просто есть, без намерения, без оправданий, без необходимости быть понятым. Ветер не объяснял, почему дует. Волны не доказывали, что имеют цель. Звезды не стремились быть значимыми. Они просто были. И в этом не было жестокости, только нейтральность. Он почувствовал странную пустоту. Не внутри, а между собой и миром. Как будто исчез посредник, который все время переводил реальность на язык смыслов. Сначала это пугало. Если мир не нуждается в смысле, если он не адресован человеку, то кем тогда является человек? Раньше он думал, что его мысли важны, что его переживания как-то вписаны в структуру бытия. Теперь он видел, мир не реагирует. Не потому, что он жесток, а потому, что он не личностен. Он не враг и не союзник. Он не судья и не свидетель. Он просто существует. И человеку ни на что опереться, кроме собственного присутствия. Это осознание сняло огромный груз. Если миру не нужен его смысл, значит, мир не требует быть понятым правильно. Значит, можно ошибаться, можно не знать, можно не находить ответ. Он понял, что большую часть жизни он жил в напряжении, пытался соответствовать какой-то невидимой логике, каким-то ожиданиям реальности, как будто мир ждал от него объяснений. Но мир ничего не ждал. Он почувствовал не бессмысленность, а свободу. Свободу от необходимости все оправдывать. Боль не обязана вести к росту. Страдание не обязано быть уроком. Радость не обязана что-то значить. Они просто происходят, и человек может быть в них, не превращая их в концепции. Это не делало жизнь проще, но делало ее честнее. Он больше не спрашивал, зачем это со мной. Он спрашивал, что я чувствую, когда это происходит. Мир не давал ответов, но он давал пространство. И в этом пространстве человек мог дышать. Он понял, что смысл — не свойство мира. Это человеческое действие. Мы создаем смысл, чтобы не утонуть в масштабах реальности. И в этом нет ошибки. Ошибка — требовать от мира подтверждения. Он перестал искать большой ответ, перестал ждать, что все сложится в понятную картину. Картина не складывалась, и это было нормально. Он начал замечать малые вещи. Не потому, что они были важны, а потому, что они были. Тепло, тень, звук шагов, паузы между мыслями. Мир не разговаривал с ним, но и не отталкивал. Он просто позволял быть. Человеку не нужно оправдывать свое существование. Не нужно доказывать, что он заслужил жизнь. Жизнь не выдается за заслуги. Она случается. И в этом не пустота, а редкая форма покоя. Он понял, что одиночество перед Вселенной не обязательно трагично. В нем есть честность. Ты здесь, мир здесь, между вами нет контракта. И это освобождает от иллюзий. Человек может прожить жизнь без великого смысла, без миссии, без оправдания, и все равно прожить ее полностью. Он больше не чувствовал себя центром, но и не чувствовал себя лишним. Он был частью без обязательств. И, возможно, самое зрелое отношение к миру — это не требовать, чтобы он имел смысл, а просто быть в нем, без объяснений, без ожиданий, без страха, что ты что-то упустил, потому что мир не ставит оценок. Он просто продолжается.
И человек, который это понял, впервые почувствовал не потерю смысла, а тишину, в которой можно жить.